Друзья, здравствуйте! С вами программа «Вопросы и ответы», программа, в которой я расскажу все, что захочу, и кому-то погадаю на картах. Вернее, эта программа дописка к предыдущей, потому что вопросов осталось много интересных, и я не успела все сделать. Вероятно, мы прощаемся с вами надолго, и хочется довести это дело до конца. Я прошу прощения. Итак, вопросы, которые остались у нас неохваченными. Первый. Юлия Миронова. Юлия Миронова пишет: пожалуйста, поднимите тему, как научиться отвечать на хамство недалеких посетителей наших жизней и прочих проходимцев. Я вот хоть и близнецы по солнцу, но скорпион по асценденту. Никак не могу отвечать на обидные слова и действия окружающих, хоть мне и 49 лет. Юлия, это прекрасно, что вы не умеете отвечать на хамство. Это значит, что вы сама не хам, а вы интеллигентный человек. Уже есть чему порадоваться. И первое. А надо ли отвечать на хамство? Всегда ли надо отвечать на хамство? Вот я расскажу Юле и всем интересующимся одну достаточно интересную, порекомендую вам, достаточно интересную тактику, как правильно конфликтовать? Правильно. Вот вообще в этой жизни, для того, чтобы, с одной стороны, не прослыть склочным человеком, это может жизни мешать, может вредить, и с другой стороны, чтобы не прослыть тряпкой и слабым человеком, потому что тогда, как акулы на запах крови, все слетятся, заклюют, все отберут и жизни не дадут. Итак, думаю, что я эту тактику сама придумала, изобрела когда-то в детстве, потому что, мне кажется, я всю жизнь ею пользовалась. Но вот в таком облеченном в слова виде я услышала ее от известного в России человека. Это оппозиционный ныне политик Евгений Ройзман. Многие его знают, это бывший мэр Екатеринбурга, мыслитель, такой настоящий пацифист, настоящий герой во многом. Настоящая дева, кстати, да, много видит альтернативно, очень глубоко копает, рассуждает, необыкновенно откровенный. В общем, если не знаете, кто такой Евгений Ройзман, советую познакомиться где-то в интернете, послушать его интервью, потому что любое его интервью – это кладезь просто каких-то жизненных принципов, мудрости и так далее. Так вот, в одном из своих интервью Евгению Ройзману задали вопрос на тему конфликта в тюрьме. Он сидел когда-то в молодости, сидел в тюрьме, там, не знаю, по мелочи, сидел. А что такое тюрьма? Мы все понимаем, что тюрьма и коммуникации в тюрьме, вообще как устроен тюремный мир, взаимоотношения между заключенными, это все наше общество. Вот все наше общество как бы в миниатюре, в таком сжатом, рафинированном виде. Там происходит в тюрьме вот ровно то же, что в нашей жизни повседневной, но только более утрированно, потому что закрытый коллектив, более, соответственно, напряженно, опасно. И поэтому вот тюремная жизнь подчиняется каким-то очень строгим законам и правилам. Не случайно же в любой тюрьме, я только про мужскую говорю, просто про женскую ничего не знаю. В любой мужской тюрьме нет просто заключенных, да? А у них там ранги, они как-то называются, кто-то мужик, вот я знаю, всех не знаю названий, там есть мужик, есть вор в законе, или вот шнырь, или вот что-то такое, да? То есть там очень ранжировано. На самом деле мы с вами ведь жизнь проживаем тоже в рангах. Мы все ранжированы. Но особо более мужчины, женщины меньше, но все равно мы не равны, не едины. То есть единого гражданского общества не существует. Есть более мелкие сообщества, есть уже граждане, отдельные единицы. Так вот, вернемся к тюрьме. Из-за того, что там вот такая ранжирована и строго по правилам распределенная жизнь, вот этот опыт тюремной жизни, желательно чужой, собственного не надо, да,
полезно о нем знать, полезно перенимать. Потому что оттуда тюрьма как бы собирает, выделяет принципы, применимые вообще просто в жизни, и выносит на, скажем так, в какую-то словесную, понятную форму. Так вот, Евгений Ройзман, его спросили, а как в тюрьме, ведь там же опасно, страшно, можно жизни лишиться, здоровья, все. Как вы обходились с конфликтами? Он сказал прекрасную вещь. Я вот вам советую прям серьезно отнестись и запомнить. Он сказал так: в тюрьме действует такое правило на тему конфликтов. Ты стараешься всеми силами конфликтов избегать. Вот любых конфликтов, как бы тебя это ни задевало, как бы тебя это ни бесило, как бы это ни затрагивало, может быть, там какие-то тонкие струны настройки твоей души. Нет обид, ты не можешь обижаться, бросаться на обидчика по любому поводу с кулаками. То есть в тюрьме действует правило конфликтов, ну, соответственно, мы говорим про хамство, да, потому что Юлия задает вопрос, как отвечать на хамство. Хамство – это начало, да, детерминирующий фактор для любого конфликта. Так вот вы избегаете конфликта всеми силами, разными способами, я думаю. Можно где-то перевести это в шутку. Ха-ха-ха, да? Можно просто промолчать по ситуации. В общем, вы ни в коем случае не ведетесь на вот эти вот провокации и в конфликт не вступаете, если вам хамят. Но вы делаете это ровно до тех пор, пока нападки врага, оппонента не затрагивают вопросы вашей жизни, вопросы вашего здоровья и вопросы вашего имущества. Вот пока от этих нападок вот эти три вещи ваши не страдают, вы избегаете конфликта всеми силами. Но как только вот эти нападки, хамство или что там, может быть, это физические даже, про тюрьму же, да, речь, там какие-то действия, да, вот, но как только нападки могут касаться вашей жизни, вашего здоровья и ваших денег, вашего имущества, вы строго разворачиваетесь на 180 градусов, представляете, да, уже лицом к врагу и идете в бой, не выбирая средства, так, чтобы ваш противник, оппонент, видел, что вы не постоите за ценой, и вы пойдете до конца, чтобы себя защитить, доказать свою правоту. Представляете? То есть вот есть какая-то конкретная точка, тонкая такая грань, до которой вы сохраняете непроницаемое лицо, всем улыбаетесь и ни на что не реагируете. И после этой точки вы превращаетесь уже, ну, просто в кого хотите. То есть это, знаете, как оборотень, да? Оборотень. Взошла луна, и вот у него клыки, и все. Так и здесь. И мне кажется, мне это представляется прекрасным. Это очень логично, правильно. Потому что да, если вы будете до этой точки, пока угрозы нету здоровью, жизнью и имуществу, если вы до этой точки на всякое хамство будете отвечать, хамством тоже кидаться в любой конфликт, но к вам люди не подтянутся, понимаете? Будут говорить: ой, она такая конфликтная, она такая там злая, стерва, как угодно, да? Это будет мешать в жизни. Равно как и вы после этой точки, когда уже идет серьезная угроза вам, не будете отвечать на конфликт. Все скажут: о, ну с этим человеком делай что хочешь, и действительно оберут и всего лишат и так далее. Вот и все. То есть вот этот момент нужно выделять. А вот теперь скажите мне, дорогие мои зрители и зрительницы, много ли в нашей с вами жизни ситуаций псевдоконфликтных, да, которые угрожают жизни, здоровью или имуществу? Да их вообще нету. Ну, их вообще нет, ну, в моей, по крайней мере, да, жизни. Вот, в основном. И поэтому получается так, что на все нападки вот в обычном мире, не знаю, на 99, наверное, нападок и на 99% каких-то хамских выступлений на ваш счет отвечать просто не нужно.
Понимаете, да? То есть ваша задача здесь, если вас это действительно цепляет, вы такой неспокойный человек, у вас тоненькая кожа, тонкие душевные настройки, то ваша задача не научиться отвечать на хамство, нет, а научиться себе подавлять вот это возмущение или чувство несправедливости, то есть приучить себя, ну хотя бы внешне не реагировать, знаете, вот сохранять непроницаемое лицо, когда вокруг вас там что-то прыгает и все. Вот пример. Мы говорили про тюрьму, Евгений Ройзман там говорил про тюрьму, понятно. Но мы, слава богу, пока не там. Вот. В обычной жизни. Представьте трудовой коллектив. Коллега какая-нибудь злая тетка, да, на вас нападает постоянно. Сплетни распускает, придирается, критикует, что-то там вас в чем-то обвиняет и все. Какая ваша правильная реакция в свете моих слов? Скажите мне. Правильно. Тетку игнорируем. Вот. Мы как сквозь стекло, понимаете, смотрите. Или, если по настроению, можете, ну, так же смешно и ответить. Или, да, перевести все как-то в шутку. Тут как угодно. В общем, вы избегаете конфликта. Вы не вскидываетесь вот так вот, как кобра. Потому что рано. А вот смотрите, пока тетка критикует вашу юбку, вашу прическу, там лезет в вашу личную жизнь, что-то, вот ваша такая тактика. Но как только та же тетка подвергает в своих нападках сомнению вашу профпригодность или честность на работе, да, потому что есть же профессии, где честность ценится даже больше, чем профпригодность, там, я не знаю, бухгалтер какой-нибудь, который с деньгами, да, вот как только, понимаете, это уже идет угроза вашей карьере, а значит, вашему имуществу, то есть вас дискредитируют как работника, вам могут понизить зарплату, а может быть и вообще уволят, когда эти слухи будут циркулировать и обрастут, да, подробностями, как снежный ком. Вы вот четко отслеживаете этот момент, и как только тетка вот за эту черту заступила, да, что вы чувствуете, что это угроза карьере, все, вы к ней поворачиваетесь, и вообще не думая, как вы выглядите в ее глазах, в глазах третьих лиц. То есть именно, понимаете, не выбирая средств, вы кидаетесь в бой. И вываливаете на нее что угодно, все, что у вас наболело, накипело, тоже используете угрозы. В общем, главное, чтобы противник сразу понял, что вы будете биться просто до конца, что вас не напугать и не остановить. Ну вот что знала, рассказала, мне кажется. Вот это очень здоровая тактика, очень здоровая. И мне понравилось, как вот Евгений Ройзман ее вот именно в такой словесной форме пересказал, потому что я бы сама вот это даже не сформулировала бы, понимаете, да? Вот. А сама я, если вам интересно, да, ну, это речь идет о закрытом коллективе, когда с близкими людьми хамство, там, не знаю, подруг или соседей, коллег по работе, от них никуда не денешься. А если хамство вообще незнакомых людей, ну не знаю, там кассир в магазине или в транспорте кто-то вам нахамил, то тут я лично руководствуюсь абсолютно только своим настроением. Это случайные люди, с которыми детей не крестить однозначно. Это люди, которых вы не увидите, скорее всего, больше в своей жизни. Поэтому я вот даю волю настроению. Если у меня какое-то расслабленное настроение, я могу там пропустить или посмеяться. Если я более на взводе, да, я могу отвести душу и тоже там выступить как-то, разораться. Да, вот мне кажется, ну, в каких-то границах, конечно, не до вызова полиции, да, этого не надо давать, но все равно. Вот такие принципы, мне кажется, вот они очень... Ну, они взрослые, понимаете, да? Вот, они взрослые. А вообще на эту тему, вот как отвечать на хамство, что такое хамство, что такое встреча хама с интеллигентным человеком, это такие старые еще советские анекдоты, шутки есть. На эту тему так много цитат. Я знаю, вот именно цитаты советского периода. Это Жванецкий, Довлатов и кто угодно. Может, если мне будет попадаться, я буду их выбирать, буду вам рассказывать. Потому что я думаю, многие люди страдают от этого, от хамства. Ну, это восприимчивые гороскопы. Если
как бы сказать, повезло, не повезло, да, но есть люди, которые действительно очень эмоционально мнение других о себе воспринимают, реагируют на похвалы как-то слишком остро или на критику также слишком остро. Вот толстая кожечка, она не всем дана. Ну, может, она всем и не нужна, понимаете? Вот был такой мой ответ для Юлии Мироновой и для всех, кто интересуется. Далее КМ пишет. Прекрасная тема, но она более даже, знаете, какая-то смешная, что ли. Очень эффективный метод. А здесь не подписано, да? У меня не поместилась, наверное, подпись. Ну, КМ называет это имя пользователя. Очень эффективный метод, если вы уже в отношениях какое-то время и стали чувствовать холод со стороны мужчины, уйти из отношений первой. Работает на 99%. Он побежит за вами. Это я от себя тоже отвечаю. Побежит. Но очень важно в такой момент, дальше продолжает зрительница, на 100% отпустить мужчину у себя в голове. Я себе нравлюсь тем, что из милой, ласковой могу очень быстро стать стервой. А стерв мужчины любят все поголовно. Плетка, пряник. Но я редко стараюсь такой быть, только в крайней необходимости. Поэтому из слабой позиции перейти в сильную можно довольно быстро, имея опыт отношений. Ну, опыт наше все, да. Опыт сын ошибок трудных. Пушкин так писал. И этому можно только научиться, советы из фильмов не помогут. Это больно, нужна большая внутренняя сила, но это возможно. Вот как раз про фильм-то я и хотела вспомнить и рассказать. Ну, во-первых, КМ, я с вами полностью согласна, то есть вот уйти первой, это прекрасно, это вообще лучшее, что можно сделать в любой любовной истории. Мужчины любят стерв, это тоже абсолютно истина, но с той лишь поправкой, что, знаете, мужчина любит стерву, в которой видит и ангела. То есть, если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. То есть, это должно для мужчины так выглядеть. Когда чисто стерва, только стерва, понимаете, вот от момента знакомства и далее, это тоже не зацепит. Мужчина должен ангела видеть, который превращается в стерву, выпускает когти, или вот как под луной выпускает клыки, да? То есть ангел и стерва, вот да, должно быть чередование, мне кажется, вот такой истории. А по поводу бросить мужчину первой. Вспомнила и долго сама про себя смеялась. Это одна из самых смешных и для меня запоминающихся серий сериала «Секс в большом городе». Это еще старый, не который новый, а вот старый-старый. Помните Саманту, у которой был, ну, колоссальный опыт, самый богатый как раз в отношениях. И там вот есть такой эпизод. Она сошлась с одним ну как, он взрослый, она с молодыми, да, обычно, а этот взрослый ее ровесник, может быть, чуть постарше. Это даже известный какой-то человек, я боюсь перепутать, но это даже известный человек, ну, в смысле официально, он камео играет там, или что-то такое, вот. И она сошлась с этим, одним из бывших, который ее когда-то бросил, и она очень страдала. И Кэрри ее отговаривает, говорит, ты что делаешь? Ты же чуть вообще в психушку в прошлый раз не попала, когда он тебя бросил. Мы же тебя лечили. Ты на транквилизаторах была, там вообще черти что с тобой было. Ты зачем опять с ним сошлась? С тобой же неизвестно, что теперь-то будет. Прошло время. А Саманта говорит, вы не поняли, девочки, у меня план. Я хочу взять реванш и ему отомстить. Я в этот раз брошу его первая. Вот тут у Саманты был такой отличный план, но вы помните, да, он не состоялся, потому что этот парень опять успел. Саманта только втянулась в эти отношения, то есть она только-только, ну, как сказать, размечталась, только расчувствовалась, это правильное слово, она только расчувствовалась. И в самый неожиданный момент этот мужик ей говорит тоже, знаешь что, нам надо расстаться, я решил тебя бросить.
И она, ну, в общем, она опоздала, не успела. Это я к тому, что бросить мужчину это хорошо, чтобы он побежал, но важно успеть. А знаете, женщины поздно бросают многие. Вот я читаю такие письма, да, полно мне приходит, да. Он перестал писать, вот у нас были отношения, жаркая страсть, взаимные чувства. Он перестал писать полгода назад и на мои письма тоже не отвечает. Я вот сейчас сижу и думаю, а стоит ли с ним продолжать? Может, мне его бросить? Понимаете, да? То есть, как бы, бросать надо было 8 месяцев назад, год назад, не знаю. А если парня уже 6 месяцев нет в помине, то что же рассуждать-то? Бросишь-то? Понимаете? И поэтому я вижу здесь ловушку и подвох. То есть бросить отлично, но важно успеть, вот уловить. Вы же написали, да? Стали чувствовать холод со стороны мужчины. Женщины не чувствуют, как правило, вовремя холод со стороны мужчины. Или чувствуют, но продолжают обманываться, придумывают что-то, что это не холод, это не зима пришла, это просто коротенькие осенние заморозочки, да, он просто чуть-чуть обиделся, ну вот он отойдет, вот и опять. Вот этот момент женщины не ловят, когда холод, не ловят. Вот вы ловите, видно по вашему комментарию, ну вы умеете, вам повезло. Это значит, что вы проницательный человек, эмпатии много, подключаетесь легко к эмоциям чужим, а в основном нет. Девочки спохватываются, что их бросили на пыльной обочине, уже когда автобус уехал вообще за 3 поворота, понимаете, да? А комментарий очень хороший, спасибо, пишите побольше таких, приятно читать, очень все такое радостное вот и интересное. Следующий. Мне очень нравится, когда вы рекомендуете мне и друг другу фильмы и книги, поэтому зачитаю. Олеся Вейн пишет, давайте разберем фильм «Молодая жена». Героиня ведь была в сильной позиции, и финал был хорошим. Я не смотрела или не помню. Вот посмотрю прямо на днях и... Давайте точно, правда, разберем. Ну, я, правда, не знаю, когда буду продолжать программу в этой рубрике, потому что предполагаю, что не скоро. А также Анастасия Боброва предлагает к обсуждению фильм «Невыносимая жестокость», а любимая комедия про отношения и деньги. Вот название помню, недавно смотрела, не помню, про что кино, но обязательно обновлю. Екатерина Шестакова предлагает сделать прыжок от классики в будущее и разобрать мини-сериал с юмором. «Игрушка для взрослых». Сериал 2021 года не видела вообще. Надеюсь посмотреть. Если мини-сериал, то я думаю, что мы все можем посмотреть. Давайте посмотрим и будем обсуждать. Но спасибо за рекомендации, потому что это вечная проблема, что посмотреть на досуге. Досуга-то немного, то есть хочется... Очень эффективно, да, вот, ну не просто так, что попало, а уже что люди, порядочные люди видели и советуют. Далее. Необычный вопрос, это вопрос уже к картам, я сегодня классическое таро, неоклассика скорее взяла. Наталья пишет. Нахожусь в сильной позиции. Парень пытается перетянуть меня к себе в слабую. Ну, нормальный парень. Сейчас уже такие почти перевелись, да? Спросите, пожалуйста, у карт, стоит ли мне категорично разорвать отношения с Кими, он козерог, Кими, необычное какое имя, да? Или дождаться попадания к нему в слабую позицию. Что найду и потеряю при расставании с ним? Это Наталья Овен, Венера в Водолее, поэтому Наталья в сильной позиции. У кого Венера в Водолее и в любом другом воздушном знаке, в Близнецах, нет, не то сказала, в Весах, нет, это не работает. Ну, скажем так, у кого Венера в Водолее или в Близнецах, вот эти люди чаще других в сильной позиции остаются. Нет заинтересованности в постоянных отношениях, понимаете? Поэтому хоть принц датский будет перед вами стоять, а если у вас нет вот этой жажды любви и потребности в партнерстве, вы все равно останетесь в сильной позиции. Поэтому я всегда говорю, вот когда
в личных гаданиях, когда составляю людям личные гороскопы. О, Венера в Близнецах, повезло, никто не разобьет вам сердце. Когда Венера в Водолее тоже. Это как воздушная подушка, которая вас страхует от разбитого сердца. Никто вам не разобьет. Вот. Но вопрос картам мы зададим так. А я не знаю, вы же много вопросов написали, несколько, получается 3, а мы должны какой-то выбрать. Ну, давайте такой вопрос. Что найду-потеряю при расставании с ним? То есть, если вы расстанетесь с Кими, да, вы сказали? Кими. Что вы найдете и потеряете при расставании с Кими, если сейчас это сделаете? А Кими нам уже жалко, правда, девочки? Кими. Что-то мне прям жалко Кими. Вы так хладнокровно рассуждаете, так режете, прям расстанусь или дождаться. Мне прям жалко. Я Кими представила таким маленьким котеночком с круглыми глазками, который ждет вашего внимания, а вы распоряжаетесь его судьбой направо-налево, разбиваете сердца. Как помните, когда скандал был с Берлускони, то там же были втянуты вся вот эта вот элита, верхушка итальянская, и раскручивали секс-скандалы различные. И там всплыла такая девушка, причем совершенно юная, ей чуть ли не 17 лет, поправьте меня, была, которая, ну, как бы центром являлась вот этого секс-скандала, по которой сходили с ума все политики. Там что-то мужчины друг друга заказывали у киллеров из-за этой девочки. Естественно, она страшно богата, ее одаривали яхтами, домами, там не знаю чем. И прозвище у нее было Руби Сердцеедка. Я вот прям запомнила, потому что ее по телевизору часто показывали. Давно уж было. Сейчас уж Руби, я думаю, внуков воспитывает. Но сердцеедка, не зря же есть такое слово, да? Так вот и вы получаетесь тоже, Наталья, сердцеедка. 3 карты. Что вы найдете, потеряете в случае... Это не совсем корректный картам вопрос. Ну, 1, 2, 3. Уйдете, разорвете вы с ним, у вас уход выпадает уже все. По сути, вы этот уход уже решили, что вы разорвете и уйдете. Карта смерть в центре, то есть это неизбежность перемен. Уже практически невозможно представить, что вы остаетесь вместе. Просто этого не будет. Вот она ваша любовь в начале, ну как, партнерство, да, отчасти взаимовыгодное, 2 кубков. И вот она смерть с отшельником. Конец. У вас конец отношениям состоялся. И то ли вы это так категорично решили, потому что у вас слишком сильная позиция, и парень вам вообще не нужен, то ли судьба, то ли и парень сам, понимаете, тоже не справился, не вытянул, видит, что не получается вас-то слабую позицию затянуть. Поэтому тут не актуально даже спрашивать, что вы найдете и что потеряете в случае вот в случае расставания. Это просто расставание, которое, может быть, уже у вас случилось окончательное, пока я программу эту готовила, пока я там выбирала ваш вопрос. Не актуально. Кого-то уже новенького вместо Кими надо приглашать. Далее снова вопрос карта. Вера Алфимова спрашивает, такая красивая фамилия. Мне кажется, что мы Вере уже отвечали. Если 2-й раз я вам гадаю на картах, то, ну, значит, судьба такая. 2-й раз. Ну, выразительно. Вот есть что послушать. И самокритичненько, и оптимистичненько. Еще совсем недавно могла себя отнести к тем жаждущим романтики девушкам. И я думаю, в глазах серьезного, более взрослого и статусного мужчины смотрелась глупо и по-детски.
Теперь я изменилась на 180 градусов и хочу задать вопрос, может ли быть возврат, это вопрос уже, в мою жизнь этого человека из не очень далекого прошлого. Я водолей асцендент в Деве, а Венера в Козероге. Кстати, очень сложный гороскоп для личных отношений. Вот все, что вы описываете, это просто... Он близнец, Венера в Тельце, вот у него-то все в порядке как раз. Вот. А также Вера Алфимова всем советует и дополняет свой комментарий по поводу ваших слов о переездах. Мол, это самый простой способ изменить жизнь. Ну просто 100% у самой это случилось. Всем советую. Это как своего рода наркотик. Переезды. Да, это наркотик. Это самый простой, самый здоровый, самый экологичный, правильный способ менять себя и свою жизнь. Но мы об этом, конечно, еще сегодня, я думаю, будем говорить. У нас есть вопрос про переезд как раз. А для Веры Алфимовой карты. Как скоро будет и будет ли возврат вот этого вот мужчины, который близнецы в ее жизнь? Как скоро и будет ли? 3 карты для Веры. Раз. Хорошо, да? 3. Да. Пожалуй, что будет возврат. Карты, кстати, не такие крупные, поэтому он далеко и не ушел. Вы же пишете, что это недалекое будущее, а он не ушел далеко. То есть ему вот возвращаться прям в таком глобальном, буквальном смысле и не надо. Ну, еще неоткуда, понимаете, он человек не эмоционально, ментально или на тонком плане от вас далеко не отошел. Ему еще не из откуда возвращаться, да? 3 пентаклей, великая карта возвращений, как в общем некоторые тройки, хотел сказать все, но они не все. Вот, да, она всегда описывает продолжающиеся истории. То есть история ваша никуда она не девалась, она не прерывалась на каком-то, может быть, скрытом уровне, подводно, да, вот так. Она продолжается, мужчина думает о вас, так же, как вы о нем, общается с вами в своей голове, разговаривает с вами в своей голове. Поэтому, по-моему, все очень даже хорошо. 9 жезлов здесь говорит, что трудно. Вот продолжение будет несколько трудным или потребует усилий с чьей-то стороны. Подумайте, вы можете какой-то подвиг совершить, чтобы выступить уверенно навстречу этой своей любви? Но есть и 8. Это случай, везение, это набор внешних обстоятельств, которые помогают вам воссоединиться. То есть, понимаете, карты легкие, хорошие, рассчитывайте, да, это возвращение, но это не возвращение, он никуда не делся, понимаете, он где-то вот за вашим... Так вот аккуратно оглянитесь. Он вот за вашим левым плечом стоит. Чувствуете? Вот. Вот так вот. Да. Вот прекрасный вопрос. Дай Бог мне прочитать только, как это имя пользователя. Кампенейра. Кампенейра. Надеюсь, что правильно. Все не решалась задать вопрос, боялась ответа, но смотрела все ваши выпуски. Как-то девочки спрашивали, что им нужно сделать, чтобы встретить будущего мужа. Вот я бы тоже хотела спросить, только с уточнением, стоит ли мне переехать или может отправиться в путешествие, чтобы его отыскать, принца моего. Или он где-то рядом, но все никак не встретится мне на пути. Найдется ли у карт советик для меня? Ну, конечно, у карт, я надеюсь, я им не хозяйка своим картам, но надеюсь, что найдется ответик. Советы есть в целом, да, я просто вам хочу рассказать пока без карт на эту тему грустную и смешное. Во-первых, по поводу поехать и переехать, да, чтобы найти любовь. Помните,
как сказал кто-то, не помню, из великих, что куда бы ты ни уехал, ты всюду привезешь самого себя, то есть привезешь полный набор своих недостатков, комплексов, страхов и все то, что вам мешает вот здесь по месту жительства найти личную жизнь, вы прям в отдельном таком желтеньком симпатичном чемоданчике притащите с собой хоть в Америку, хоть в Австралию вы поедете, понимаете? Этот чемоданчик привязан, прикован к вам, вы все равно потащите его. Поэтому однозначно переезжать за личной жизнью, чтобы устроить личную жизнь, нужно тем девушкам, женщинам, которые живут прям объективно в маленьких городах или деревне, или там воинская часть, поселок городского типа. Понимаете, когда вот объективно 10 тысяч, 20 тысяч, тогда да, вы переезжаете в большой город, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, куда угодно. И тогда да, математика, статистика за вас, у вас расширяется просто круг, набор людей вокруг, и вы делаете вашу личную жизнь. Так всегда и бывает. Тоже я по опыту лично гаданий, я знаю, что переезд из какого-то маленького города в большой тут же накидывает, знаете, женихов набрасывает со всех сторон. Ну это просто математика, их просто больше, понимаете, как. Вот. А если вы живете и так в достаточно большом городе, ну скажем так, от 300 тысяч населения, если это уже город большой, в таком городе, если с вами все в порядке, вы должны найти принца, понимаете, да? И вот из такого большого города куда-то ехать, тут уже гарантий нету, потому что, скорее всего, причины не в статистике, не потому что женихов нету на квадратный метр, а что-то в вас. Боитесь, не хотите, плохо выглядите, дурной характер. Да мало ли, сколько есть препятствий-то к любви. Хотя, говорят, на каждый товар где-то есть свой покупатель. Поэтому вот это я хочу сказать. И вот сейчас вот я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Конечно же, не обижались. Кампенера. Да, я вам сейчас прочитаю, случайно попалась как раз в тему мне в Инстаграме. Это смешно, это ни в коем случае вас не должно там оскорбить, или вы на свой счет не должны это принять. Я заранее предупреждаю, что тут людей без чувства юмора, и среди моих подписчиков, как ни странно, тоже полно. Из Инстаграма прекрасное. Сегодня узнала, что самка ленивца для того, чтобы найти самца, залезает на самое высокое дерево и орет до тех пор, пока самец ее не найдет. У меня только один вопрос. Почему люди так все усложняют? Понимаете, да? Но идеальный совет, вот как самка ленивца. Вы лезете на дерево сначала. Что в нашем случае залезть на дерево? Это оказаться в месте, где водятся эти самцы, да? В достаточно большом городе, в тех местах, то есть посещать те места, где есть мужчины. Это вы залезли на дерево. И вот видите, самка этого ленивца, да, орет. А в нашем случае, в случае с людьми, да, если девушка хочет привлечь, орать не надо, ну, иногда, вот. Но орать для нас – это наряжаться, это хорошо выглядеть. А как еще вы можете? Вас влюбиться могут только в вашу внешность, это надо понимать. Не в мозги. И кто их рассмотрит по улице? Вы идете, где-то в бар вы пришли. В спортбар надо ходить, только имейте в виду. Тоже под запись, под запись. Вот я случайного ничего не говорю. Я вам говорю, идти, если хотите познакомиться, идите в спортбар, потому что там только мужчины. А в обычный вы пойдете, там будете среди таких же девчонок стоять, как вы сами. Вот. Кто там рассмотрит душу вашу прекрасную или 2 высших образования? Только внешность, понимаете? Размер груди, длина волос, высота каблука, упругость задницы. Все. Это грустная правда жизни. Мужчины любят глазами, ничем больше.
Потом он, и то не факт, может быть, втянется там в интересный разговор, оценит ваши мозги, там что-то еще, метраж квартиры вашей, может, ему понравится. Но это все потом. А пока надо себя показывать, понимаете? Юбка, каблуки, одежда. Психологи говорят, что мужчина очень привлекает, когда женщина одета ярко, одежда яркая, а лицо блеклое. Всякие нюдики к вашим услугам. Сколько этих инструкций в Инстаграме, как делать нюдики, вот эти вот макияж, которые незаметные. Ну, вот как на мне сейчас. Я же владею искусством макияжа, просто вас не учу. Комбинера, ваш вопрос. Ой. Стоит ли вам переехать или отправиться в путешествие, чтобы отыскать принца вашего? То есть, ну, скажем так, правильнее, корректнее картам задать так вопрос. Что вам принесет дорога, в которую вы сейчас, например, отправитесь, ну, с конкретной целью, куда-то далеко на курорт, или, может быть, действительно переедете, что вам эта дорога принесет? А уже в картах увидим, есть там человек или любовь, нет ли. Может, вы поедете за любовью, а найдете великое богатство и скажете, да ну ее, это любовь, из-за чего бы париться? Я думаю, большинство людей абсолютно удовлетворяет богатство, о любви вообще не вспоминается. Или вы найдете карьеру, или вы прославитесь, станете знаменитой звездой Инстаграма. Инстаграм по-прежнему цветет и пахнет, и отлично работает, процветает в странах за периметром известным. Ну, такое ностальгическое вам немного. Раз. Как вы догадались. 2, 3. Поезжайте. Все, отправляем вас. Пакуйте чемоданы. Действительно, видите, рыцарь мечей вам выпадает. Ну, рыцарь мечей, фигурная карта. На белом коне тот самый принц. Принцы же, они обычно на белых конях, да, прискакивают. Хотя белый конь, это логическую цепочку, тоже смешно. Это где-то, не помню, где это было. Монти Пайтон, что ли, что рыцарь на белом коне, но вызывает сомнения, потому что белых коней не бывает. Жеребят же не бывает белых. Они не родятся белыми. Нет масти белой. Белый конь – это седой конь. Старый. То есть, как бы старый конь. Встает вопрос, а принц тогда тоже, наверное, не очень свежий, да? Но это такая шутка, к вам не относится. Значит, а рыцарь мечей, достаточно молодой человек, вот встреча с ним вас ждет. Рыцарь мечей, это может быть отсылка прямая к масти, то есть представитель масти воздуха, близнецы, весы или... А вы написали про себя-то? Нет, вы про себя-то знак не написали, получается, да? Вот, или водолей, да, воздушный. Еще мечи – это умные люди, то есть умные, сообразительные, острые на язык, возможно, не самым милым, покладистым характером, резкий, манипулирующий, капризный, но это оборотная сторона ума, хороших мозгов. Главное, что молодой, рыцари – это молодые, это даже не король, то есть он может быть младше вас. Дальше выпадает вам карта Солнца, то есть вы с этим человеком найдете счастье, и это тоже Солнце жаркая карта, подсказка ехать куда-то, если уж переезжать или ехать отдыхать за любовью, то пусть это будет солнечное место, какое-то жаркое. Это нелогично. Ну да, вы найдете счастье в личной жизни, встретите вот этого человека. Отношения, скорее всего, будут очень добрыми, понятными. Но самая вдохновляющая карта для вас – это, конечно, жрица. Это вы, это ваш портрет. Кстати, жрица и рыцарь, вы будете старше этого человека. Старше. Да? Точно вам говорю. Вот. Но жрица для вас – это еще и любовь, это возможность вот испытать любовь, но не просто такую физическую какую-то, знаете, девочковую привязанность, ах, и все, а
любовь глубокую на разном уровне, то есть это любовь и как дружба, и как понимание, как сострадание. Это любовь, которая провоцирует в вас лучшее качество души, провоцирует в вас какую-то жизненную щедрость. Поэтому вы угадали, да. Вам карты, ну и мы, и вся наша аудитория держим за вас кулачки. Поезжайте, куда вы придумали. Вот такое вас ждет серьезное чувство и какой-то воздушный или просто сильно умный. А еще, кстати, по мечам военные бывают. Люди, которые вот военную службу несут или в каких-то околовоенных организациях работают. Вот такое вот идет. То есть типа силовое что-то. Вот так. Вот. Но вернемся к серьезному вопросу. Наталья Соловьева. У меня есть доверие к вашим картам, но я вижу, что на данную острую сегодня тему в своих видео вы мало говорите. Думаю, вы сами это просматривали уже. Вопрос таков. Будет ли в России смена власти? Путин и путинизм уйдут? Или он в 2024 году снова переизберется? Заранее вас благодарю. Наталья, во-первых, почему я мало говорю на эту тему в своих программах? Хотя в начале этой истории я хотела сказать много. Написала даже огромную вот такую вот статью, что я думаю на эту тему. Огромную такую, как мне кажется, содержательную, умную. Я себя часто переоцениваю статью. Хотела ее вот так зачитать на канале. В порядке, значит, тоже видео, да, такое какое-то. А потом мне что-то так стало противно, потому что ни от меня, ни от вас, ни от наших с вами мнений, обсуждений в этой истории ничего не зависит, понимаете? Мы ничего с этим поделать не можем. Ни вы, ни я, ни все вместе взятые зрители моего канала. НАТО всесильное ничего не может с этим поделать. Зачем мы будем тратить силы душевные? Зачем мы будем лить воду? Правильно? Мы ни на что не влияем. И вот я себя почувствовала такой мелкой сошкой, и мнение свое на эту тему я почувствовала таким, ничтожным и жалким, что я поэтому не говорю. В этом нет смысла, понимаете? Нам это обсуждать. Это никуда не аукнется. Никому не интересно наше мнение. Поэтому я не говорю. Я не люблю напрасно. У меня, видите, голосовые связки какие слабенькие, страдают. Я не хочу их напрасно рвать и напрягать. Вот так. И другим не советую тоже. Да, но вопрос к вашим картам. Я сейчас здесь гадать не буду, потому что, это большая история, это долго, и, знаете, увлекусь и вообще опять не уложусь в рамки какие-то временные. Но вам, Наталья, отвечу. Я действительно смотрела, отвечала на этот вопрос, потому что мне задавали в личных, персональных гаданиях этот вопрос люди из России, из Украины, естественно, много людей обращались. И теперь очень многие обращаются там, потому что они и беженцы, и там, очень много вопросов имущественных. И по запросам, естественно, я раскладывала карты на эту тему. И я вам могу сказать, не ждите скорой смены, скорых перемен, которые вы хотите. Все, чего вы боитесь, в 2024 году продолжится и, скорее всего, продолжится еще и позже. А мы с вами можем только привыкать, учиться, продолжать жить в предлагаемых обстоятельствах. Все. Не хотела сказать, это вечно. Не вечно, но еще очень-очень надолго. Не стоит ждать, что это закончится. На наш век хватит. Если не самого этого явления, то уж его последствий точно. До конца наших с вами жизней мы это все будем разгребать. Вот так. Но, знаете, это все вроде бы грустные новости, но, с другой стороны, есть места хуже и в настоящее время. А бывали в жизни и человечества, в разные исторические периоды были хуже времена. А представьте, нам выпало жить при путинизме.
да? А кому-то выпало жить при рабовладельческом строе, рабом на галерах работать, да? А кому-то выпало вообще в средневековье жить, когда инквизиция на кострах сжигала каждого четвертого. Понимаете, да? То есть так вот все надо взвешивать, все относительно. Много неудобств, много, ну скажем, вообще очень сомнительных даже для совести вещей происходит. Но это жизнь, понимаете? Мы можем только как-то к ней пытаться адаптироваться и понимать, что кому-то хуже. И сейчас кому-то хуже, понимаете? Есть Северная Корея, в конце концов, есть Афганистан, да что говорить, Центральная Африка, там намного хуже. А мы еще в тепличных условиях, поэтому не будем так особо роптать. Ну вот на закуску оставлю, а может и вообще не буду читать, просто экскурс такой психологический. Коко Шанель пишет: а можно полюбить в 62 года, например, и троеточие, хитрые троеточие, и получать удовольствие, когда все видишь и замечаешь, и есть жизненный опыт, бывший муж 20 лет брака, друг 15 лет дружбы. Фактически вся жизнь растрачена на ошибки. Спасибо, сказали ваши бывший муж и друг, да? Бывший муж, друг, ну это все ошибки. Ничего себе, 35 лет из жизни, это все ошибки. Но я не влюблена вообще и худая, много есть не люблю. Все мы про вас узнали. Похвально, что не любите есть. Вот мы все хотим у вас как-то научиться. Потому что мы-то любим все есть. Что хочу сказать по поводу, можно ли полюбить в 62 года. Согласно нашей с вами теории «любовь равно удовольствие», полюбить можно в любом возрасте, примерно, да, в любом возрасте, потому что в любом же возрасте человек может получать удовольствие. Или нет, не в любом. Я думаю, не в любом. Но в 62 года это еще вполне возможно. Я думаю, что кому повезет, там наступает уже сильно глубокая старость. И это уже, когда человек и удовольствие от еды не получает даже, наверное. Ну, это, наверное, за 90. А 62 года вы еще полны силы и энергии. Поэтому, конечно, помните, Пушкин писал: «Любви все возрасты покорны», но дочитайте стихотворение до конца, что он пишет, да, «но юным чувственным сердцам», я каждое слово не помню, ее порывы благотворны, как воды вешние лесам, что-то там они и развиваются, и зреют, и жизнь цветущая дает и что-то яркий цвет, и какой-то сочный плод, да, а возраст поздний и бесплодный, когда на склоне наших лет печален страсти грустный след, как бури осени холодной в болото превращают луг и оголяют лес вокруг. Ой, у меня мурашки идут от этого стиха, да? Все, кто планирует и жаждет влюбиться, возраст поздний и бесплодный, а на минуточку Пушкин же говорит на склоне наших лет, то есть он себя включает в этот возраст, а Пушкин умер уже в 37, то есть плохие новости вообще для всех нас. Вот, возраст поздний и бесплодный, как буря осени холодной. Так. Но это тоже, сами смотрите, я только лишь что-то там вам такое процитировал. Ну что, я надеюсь, что укладываюсь в какие-то временные рамки. Светлана Милюкова пишет: я медик. Кстати, Светлана, мне кажется, что я вам уже отвечала именно на этот вопрос и уже гадала. Может такое быть? Если второй раз гадаю, тоже не в защите. Ну, значит, так судьба такая у вас. Планида такая. Я медик, мне 47 лет, близнецы. Познакомилась со своим пациентом. Мужчина старше меня на 15 лет. Зовут Яков, дева по гороскопу. Он стал ухаживать, дарит цветы, подарки, очень обеспеченный и умный. Стоит ли начинать отношения? Немного пугает разница в возрасте. А какая разница? 15 лет. Очень большая разница. Тем более вот вам 47, да,
Получается, что... А ему 57 плюс 15, это сколько, 62 года. Это уже может быть сильно заметным, очень сильно заметно, да. Ну, тем не менее, да, значит, вы близнецы, он дева, примерно навскидку, конечно, вы очень совместимы. Близнецы с девами очень совместимы, потому что и вы, и он дети Меркурия. В целом такой меркурианский тип личности. Мыслящий, коммерчески ориентированный, очень бытовой, довольно семейный. Коммуникации там по-разному. Может быть, посмотрим карты, что скажут, да. Стоит ли начинать отношения, Светлане? Ну, точно я уже отвечала на вопрос. Ну что ж, так, вот так. Или был аналогичный вопрос, прямо очень-очень похожий. Тоже медик, тоже 47, прям вот тютелька в тютельку. Стоит ли вам начинать отношения с ним? Раз. Два. Три. Да, 2 туза аж вам выпало. Я могу даже ничего не комментировать. Но посмотрите, прям 2 туза вам выпало, а посередине король мечей. То есть, по сути, это вот этот самый мужчина. Ну, почему он король мечей, а не пентаклей, как бы деве положено. Мечи, мысль, вы же написали, что он очень умный. Очень умные люди у нас по мечам проходят. А, кстати, девы все очень умные, очень. У некоторых это просто идет с перебором и выглядит уже как безумие, но они очень умные все. И 2 туза. Брак, счастье, богатство, спокойная жизнь, радость, исполнение всех желаний. И мужчина этот имеет к вам большую страсть. Очень-очень большое желание к вам имеет этот мужчина. То есть вам даже трудно будет, ну что ли, избежать этих отношений. Вам трудно будет их не начать, потому что он, похоже, собирается быть ужасно настойчивым. Тоже напрасно боитесь. Как старого человека, ну, могли карты как-то вас напугать его возрастом? Я думаю, что могли. Определенные комбинации могли сказать, что этот человек уже там в каком-то возрастном режиме, ну, знаете, к земле привыкает. Нет, тут карты его даже старым не обзывают. Умный человек, жаждущий и могущий дать вам счастье. Мы за вас. Мы были за вас, помните. Вот. И остались ли у нас еще вопросы? Вот прекрасное написала Светлана С. Да? Светлана С. Мне нужен персонаж, которого еда не интересует. Еда. Все уже чокнулись дамы со своим борщом. Другие удовольствия есть, не только примитивные. Меньше еды, здоровее тело и дух. Вот я 100 раз вас поддерживаю, Светлана С. Это действительно так. Потому что мир сошел с ума по еде. По крайней мере, ой, ну русскоязычный YouTube, да и англоязычный тоже YouTube точно. Вы посмотрите, какие видео набирают больше всего просмотров. Невероятные просмотры. 10 миллионов просмотров за 2 дня. Это обязательно будет видео, где жарят баранью ногу. Или шинкуют капусту на блинчики. И так противно эти видео еще называются, что аж от названия тошнит. Там такое заглавие начинается: пальчики оближешь. Я типа весь вечер не могу оторваться, вылизала тарелку, моя семья вылизала тарелки. И вот видео с такими названиями самые коммерческие, оправданные, самые коммерческие. Я иной раз сижу и думаю, ну, может быть, мне стоит все-таки тоже специфику менять. А что, у меня прекрасная кухня, я идеально готовлю. Под боком большой супермаркет европейский, где можно хоть черта лысого купить, самый изысканный продукт. Может, мне правда вот начать? Поэтому да, давайте меньше есть, меньше говорить про нее, меньше тратить время на походы в магазин, на готовку и не забивать голову этой всей ерундой. Вот. А Светлана С, конечно же,
найдет с нашей подачи, с нашего благословения мужчину, которого не интересует еда. Кстати, такие есть вполне себе много. Может, даже их больше, чем женщин. Угу. И Илона, нижнее подчеркивание 8989, спрашивает: меня зовут Илона, 24 года живу в Беларуси, в Гродно, много работаю, но прибыль не такая, как раньше. Чувствую, что все подходит к завершению, мечтаю уехать в Израиль и начать там работать. Однако близкие люди категорически против, говорят, что там много обмана. Спросите, пожалуйста, у карт, получится ли мне успешно реализоваться в Израиле, уехать в течение года, и будут ли рядом со мной честные люди? Вот вы знаете, я этот вопрос очень хорошо понимаю, и он такой вот оправданный. Ну, понятно, всем страшно переезжать в другую страну, тем более в такое сомнительное время. Но если мы... Почему говорят, там много обмана? Я не думаю, что там так много обмана. Есть места, где и побольше. Но если мы ставим рядом Беларусь и Израиль, если мы рядом ставим белорусов и израильтян, то вторые, конечно, более посложнее. У них посложнее просто образ мышления, они похитрее, более такие, знаете, издержанные, выгодолюбивые такие, более, может быть, немножко эгоистичные. Никого не хочу обидеть, но вы понимаете, да? То есть это не обман. Речь не о том, что там много обмана. Там много просто более запутанных, более сложных коммуникаций. Это не обман, но там по-настоящему другая ментальность. И взять Белоруссию и белорусов. Я была в Белоруссии один раз, честно говоря. Там и успела, тем не менее, познакомиться. Я очень, понимаете, в силу профессии разбираюсь же в людях быстро. И я считываю нутро человека на раз. Просто вот с 3 слов. И я со всеми, с кем там знакомилась, это я была на большом мероприятии, таком многотысячном, вот, со всеми белорусами, местными, минскими знакомилась, вот мне на каждого хотелось обнять и плакать. Вот это такие чистые, незамутненные люди, взрослые, но открытые, какие-то такие наивные, очень доверчивые, вот как дети. Вот у меня сложилось такое впечатление, и я понимаю, да, что после Беларуси, вот с таким менталитетом белорусским, в Израиле адаптироваться сложнее. Просто потому что там, ну скажем, люди более закрытые или продуманные, что ли, не знаю. Нет такой наивности, открытости, вот этой трогательной, чистой души, как у белорусов. Да? Я когда там побывала, я прям хотела переехать аж. Вот хочу жить среди этих ангелов. Вот у меня такое было. Поэтому да, мы это все понимаем. Спросим у карт, да, получится ли вам успешно реализоваться в Израиле и вообще уехать туда в течение года. Ну, вы молодец, что в принципе собираетесь, что вы в принципе готовитесь и планируете поменять жизнь, судьбу. Это уже похвально. И вообще Израиль хороший выбор. Это очень хороший выбор. Там все правильно, это правовое государство. Там есть некоторые минусы, типа климата плюс 66 месяцев, ну, говорят. Я не представляю, что как там можно жить-то. Я здесь-то с ума схожу. Но кондиционеры, наверное, хорошо работают. О, посмотрим. 1, 2, 3. Да, уедете. Уедете, безусловно. У вас получится как уехать, так и полностью там реализоваться. Туз мечей. Предложение, это когда вам предлагают куда-то ехать или зовут. Или это вот тот самый момент, когда вы понимаете, ах, пора, вот сейчас, теперь или никогда. Туз мечей торопит, говорит, что давайте постарайтесь это быстренько,
Чем быстрее, тем лучше. Вот лучшей возможности, то есть большего вашего желания и более открытых каких-то дверей Вселенной не будет, долго не будет. Поэтому торопитесь. Риск очень оправданный. Видите, что вы найдете? Карта Мир. Гармонию найдете. Окажетесь исключительно на своем месте, и потом даже будете смеяться над теми, кто вас отговаривал. Скажете, какие обманы? Какие обманы? Никаких обманов нету. Вот. А найдете гармонию, свое место, найдете своих людей. Вот вы спрашиваете, будут ли рядом честные люди. Карта вам обещает даже больше. То есть не просто честные люди, а ваши люди. Знаете, как у Ольги Бузовой, мои люди. Вот. Все найдете в жизни, и себя, и вот. И вам повезет, смотрите. Вот она, везучая, срочная, скорая, 8 жезлов. Я даже предполагаю, что если вы сами вот в ближайшие недели, месяцы все-таки не решитесь, продолжите бояться этого переезда, просто случайные обстоятельства такие, ну вот извне, что называется, внешние какие-то обстоятельства, так сложится удачно, ловко, что вы вот впрыгнете в этот самолет, да, и улетите. То есть такое чувство с такими картами, что для вас этот переезд неизбежен уже, потому что, ну не знаю, высшие силы, может быть, к вам благосклонны и как-то вас одарят, знаете, возможностью. То есть вы пока собираетесь, а тут вам говорят срочно, вот, может быть, какой-то человек или какая-то компания, организация предлагают срочно, вот для тебя место, завтра надо вылетать. Вот. Может быть, это такое везение с документами, например, с какими-то визовыми или что-то. Ну, то есть, главное, но только с такими картами, не отложить. Не отложить. Отложите, все, туз – это момент. Туз – это момент. Отложите, потом это ждать удачного момента можно долго. Вот так. Итак, я собиралась вам рассказать сегодня ну, собственно, вот это все, что я вам собиралась рассказать сегодня. Я надеюсь, что наша беседа была, как всегда, содержательной, хотя я немножко скомкана и тороплюсь. Ну да. Вот есть у нас еще такой интересный, я просто хочу немножко прокомментировать с точки зрения психологии коммуникации. Екатерина Каткова, тоже Екатерина, поверьте, ничего личного, но я вам кое-что посоветую. Екатерина Каткова пишет: позвольте с вами не согласиться, ведь если женщина пилит, значит она также недовольна мужчиной, то есть не получает удовольствия. Это, кстати, не обязательно. Многие пилят для острастки, знаете, заранее как бы пилят авансом. Вот она сама довольная, просто сидит, балдеет, а его попиливает, просто чтобы не расслаблялся. Это не факт, знаете, женщины бывают иногда очень изощренно с мужчинами обращаются, так что диву даешься. Тоже надо будет об этом поговорить. Вот. Получается, отношения обречены, если ничего с этим не сделать. Ваше видео направлено на то, как удержать мужчину. Но ведь правильнее рассуждать, как получить удовольствие. В связи с этим и вопрос, найду ли я в ближайший год мужчину, с которым буду получать удовольствие в отношениях. Это Екатерина Каткова, которая дату рождения тоже написала. Екатерина, я не про себя сейчас говорю, неважно, забудьте. Я говорю вам на всякий случай совет, когда вы общаетесь с любыми другими людьми, когда вы обращаетесь к какому-то человеку с просьбой, начальник ваш, друг, подруга, вообще кто угодно. Нельзя строить
просьбу на отрицании. Понимаете? Нельзя начинать просьбу с отрицания. Вот вы просите меня вам погадать, правильно, да? Найдете ли вы в ближайший год мужчину, с которым получаете удовольствие. А начинаете обращение с несогласия. Несогласия. Не надо так делать. Смотрите, схема простая. Вы либо полностью соглашаетесь и признаете авторитет этого человека и обращаетесь к нему за советом или о чем-то спрашиваете, да? Либо вы с ним не соглашаетесь, отрицаете его авторитет, но тогда уж и ни о чем и не просите. Понимаете, да? То есть это для ваших любых других контактов. Я вас научу. В личной жизни вот с таким подходиком, как у вас, тоже могут быть проблемы. Потому что вот вы начинаете общаться с каким-то молодым человеком, с парнем, не знаю, он вам нравится и все. И вы ищете, в чем с ним не согласиться. Он сидит, вам что-то там рассказывает. Ему, может, и мнение ваше не надо. Ему просто надо выговориться там, рассказать, как у него на работе дела, какой у него начальник дурак. И он ждет от вас, как вы будете, ну вы же за него должны быть, да? Он ждет, что вы будете сидеть так, да, ой, бедненький, ой, какие все уроды, да, ведь ты прав, а они нет. Вот он этого ждет. А вы сидите и говорите, позволю себе с тобой не согласиться. И все. Зачем он вам это рассказывал? Вот так вот. То есть, понимаете, несогласие, когда вы успеете с ним не согласиться, вы с ним не соглашаетесь по каким-то принципиальным жизненно важным вопросам. Вот с ним, вы, когда с ним общий дом совместно построенный будете делить, вот тогда вы с ним в суде не соглашаетесь, потому что тогда это будет важно. Это будет имущество, это будут затронуты жизненно важные интересы. А сейчас, когда вы говорите об ерунде какой-то, да, не надо искать несогласие. Вы с любым человеком ищите согласие. Вот в моем же выступлении, видите, вы здесь не согласились, но ведь вы, наверное, во многом со мной согласны, раз вы смотрите мой канал, да? Вы ищите, где вы согласны с людьми, и об этом им говорите. А то, что не согласны, это оставьте. Несогласие это, знаете, туда. Вот. Но, тем не менее, для Екатерины Катковой, поверьте, я из лучших побуждений вам это рассказываю. Если вы мне здесь поверите, согласитесь со мной и мне поверите, да, это очень украсит вам жизнь. Не торопитесь не соглашаться с людьми, потому что это протестное поведение, а учитывая, что с возрастом характер у нас у всех не улучшается, и если вы приучаете себя, вот 87-го года, вы, значит, вам, ну, лет-то мало совсем, получается 30 с чем-то, да, вот. Но если вы будете себя приучать именно к несогласию, что вы ищете с кем в чем не согласиться, с возрастом вот этот характер, протестное это поведение будет обязательно рафинироваться. Но вы знаете, люди хужеют с возрастом. Хужеют, то есть проявляются недостатки характера сильнее, достоинство улетучивается. И вы тогда через 10 лет что с вами будет? Вы будете такая брюзжащая, вечно пилящая, ко всем придирающаяся тетка. Понимаете, да? Вот так. Но это так. Хотите, принимайте к сведению, хотите, не принимайте. Это замечание не по сути нашей дискуссии, это вот такой совет по коммуникациям вам. А вопрос к картам такой. Встретите ли вы в ближайший год мужчину, с которым будете получать удовольствие в отношениях? Ну, без удовольствия это вы, наверное, и не согласитесь. Да? Без удовольствия на самом деле никто в отношения не вступает. Мы с вами тоже выяснили в нашей теории любовь, удовольствие. Да? Без удовольствия никто туда не ходит. Это, знаете, как верующие постятся, некоторые верующие так постятся в Великий пост, едят пельмени. И не в пост едят пельмени. А в чем же разница, их спрашивают. А они отвечают, а в пост мы едим пельмешки, хоть и со свининой, но без удовольствия. Смешно? Просто хочу вас рассмешить, и все. 3 карты в этом году, то есть за ближайшее
Нет, подождите. Найдете ли вы в ближайший год, в ближайший, то есть 12 месяцев, 12, не 6, 12. Раз. Ну. Карты, как заговорили, сегодня всем, по-моему, отвечают да? 3. Предлагается вам портрет даже этого человека, жезлы. Паж жезлов – это новое знакомство. Именно будет у вас новое знакомство. То есть речь не идет о продолжении отношений, речь не идет о возвращении, может быть, чьем-то какой-то любовной истории. Это именно новое знакомство вас ждет. Ну, паж жезлов – это молодой, во-первых, человек. Ну, вы сами молоды. Он может быть вашим ровесником или может быть младше вас. Жезлы – легкий такой тоненький намек, что это мужчина Овен, который вроде как вам не подходит, потому что вы весы, а мужчина Лев или Стрелец. Кстати, весы, почему-то многие упускают это, а некоторые пытаются даже отрицать, спорить со мной, старой больной женщиной. Весы со Стрельцами очень совместимы. Очень. Это золотое сечение. Это самая идеальная пара зодиака. Я вам точно говорю. Ну вот какой-то огненный. Хотя это может не относиться к его дате рождения, вот этот вот огонь. Это относится к его чувствам. То есть страстный, скорый, настаивающий юноша, пылкий, со взором горящим. Вот такой вот, ну, а какой-то жар, какой-то огонь от него будет чувствоваться, не знаю, может, огненная Венера. Венера часто проявляется, да, чаще в романтических отношениях. И этот молодой человек выпадает к вам с предложением о браке, туз мечей с фигурной картой. Предложение. А какое предложение еще может сделать молодой человек вот такой же молодой, милой девушке? Ну, конечно, это предложение о браке. А далее 7 кубков, выбор. Будете выбирать. Не очень хороша она здесь. Может быть, это не очень хорошая карта, потому что, по-честному, она называется ложный выбор. То есть все, что вы будете выбирать дальше, после этого предложения, это может быть, ну, немножко такое. Это вы выбираете, например, принимать это предложение или не принимать, когда принимать. То есть речь, может быть, идет о сроках помолвки или свадьбы. Да мало ли какие вопросы в этой связи можно решать. То есть молодой человек, новое знакомство, удовольствие, да, удовольствие. Кстати, об удовольствиях-то карта ничего не говорит. Молодой человек с предложением, а дальше выбор. Не обязательно ложный. 7 кубков – это правильнее сказать множественный выбор. То есть вы тут выбираете, например, удовольствие, как раз тот набор, тот спектр удовольствий, который вы хотите или можете получить в паре с этим человеком. Понимаете, да, о чем речь идет? Но все равно это кубки, это эмоции, это такая какая-то чувственная жизнь. Поэтому карты, безусловно, отвечают «да» на ваш вопрос. Ну вот, многие вопросы мы сегодня рассмотрели. По крайней мере, это были те вопросы, на которые у меня возбудили самое острое желание на них ответить. Я вас благодарю за внимание. Как всегда, пишите вопросы и комментарии к этой программе, к предыдущей программе, в которой я вместе с вами рассмотрела вообще отдельную тему. Помните, да? Рассказала 3 истории про разницу в возрасте, рассказала, почему меня смущает разница в возрасте между супругами или там любовниками. Приглашаю вас и продолжить дискутировать и на ту тему, и на по вот этим вот вопросам, которые я сегодня рассказала. Помним, что нам нужно посмотреть фильм «Молодая жена» и «Невыносимая жестокость». И сериал «Игрушка для взрослых», по-моему.
Увидимся.